Так, привет. Наступила весна. Правда, идут дикие холода сейчас. Мы на реке Лососянка. Пробуем половить. Что тут ловится вообще, посмотреть, что тут в принципе есть. Потому что Неман страшно вышел с берегов. Сейчас нерестовый запрет на ловлю щуки. Попробуем половить окуня. Окуня здесь в достатке. Надо говорить чуть медленнее и чуть более четко. Ловлю на блесну Смит Пюреха 3,5 грамма. Интенсивность, конечно, сумасшедшая потока. Зацепов много будет, поэтому пробуем, что клюет, то клюет. Вообще не знаю, что тут ловится. Лососянка вообще такая специфическая река. Зарегулировано страшно. Некогда самые вкусные лососи водились именно здесь. Заходили сюда, мне просто посмотрите, какой песок. Была такая... Потом скину ссылочку, если кому интересно, в комментариях, что самые вкусные лососи водились в Речи Посполитой именно с Лососянки. Они такие назывались, да, это прям задокументировано в многих документах. Конечно, мусор тут везде. Центр города. Да, красота. Прогулка по Лососянке, часть 2. Тут у каждого какой-то свой водоем. И с него уходят речушки, роднички, как этот. Течение, конечно, сумасшедшее. И зря тут было столько мельниц. Ох, какие завалы красивые. Пойдем посмотрим, что за ними. Шапка чья-то уплыла. Ладно, мы сделали все, что могли. Здесь там их шапка. Это, судя по всему, был кот, который замерз и умер. Бедняжка. 9 жизней он уже использовал. Что меня сегодня раздражает плетенка, это надо было флюр брать и не париться. А так прям вообще. Да, как будто в горах. Да, вот такой вот пруд. Реку брали прямо с Лососянки, скорее всего, или это болото такое. Но оно выше по уровню, чем Лососяночка, поэтому непонятно мне, что с ним. На нем еще лед стоит. Крадут ли воду, как обычно, или нет, этого мы не узнаем. Так, тут глубина небольшая, около метра, до метра. С этого берега поглубже. Ладно, пройдем по интересным местам где-нибудь. Закуточки. А это уже начинается военная часть Польши. С ее характерными холмами. Так, бобер тут, конечно, поработал везде. Посрезал все, что можно, все, что видел. Такое чушь, он хочет перекрыть целую Лососянку. Я еще, конечно, такого не видел. Вон даже эти деревья. Но если какой-то бобер сможет перекрыть Лососянку, это прям будет для бобра самый высокий уровень, наверное, инженерного мышления. Такую реку перекрыть очень сложно. Так, это все этот водоем. Ух ты, какие даже тут. Да, тут орудует. Неплохо так орудует. Очень большой бобер. Вообще бобров Гродно, прям тьма.
Ну ничего себе. Еще какие русла тут текут. Он идет, убирает немножко. Пойдем посмотрим. Так, вот отсюда попадает вода, скорее всего, в водоем. Но тут просто горный поток. Красивая речушка. Если кому-то интересно, почему именно в Лососянке так много водяных мельниц, то есть их прям, ну, чувствуется, что тут много, остатки, рельеф такой позволяет, высокие перепады. Дело в том, что здесь находилась обработка, по-моему, текстильной промышленности, если мне память не изменяет, до изобретения двигателей внутреннего сгорания, электродвигателей и прочего промышленного привода. Использовался именно энергия рек, так как крутили, перемалывали, обработка велась непрерывно, их здесь были десятки. И по Татарке то же самое. И здесь остатки буквально только 2 или 3, ну, более-менее нормальное состояние остались, мельницы, которые можно увидеть. Также это было главное нерестилище лосося балтийского. Даже вот есть в летописях упоминание о том, что самый вкусный лосось, лосина она называлась, да, лосина, лосяна, как-то так, было именно с реки Лососянка. Также сюда заходили кумжа постоянно. И, ну, в центре города, где впадает Городничанка, в Неман заходил осетр. Это было главное нерестилище вообще, в принципе, реки. И вот на этом участке, ну, это все-таки историческая часть города. Но с течением времени в Литве построили Каунасскую ГЭС глухую. И это полностью убило всю рыбу последнего осетра, такого крупного, там около 100 килограмм словили в начале прошлого века. Вот. Остальное дальше остатки его перемололо, скорее всего, ГЭС, потому что не было никакого выхода. С лососем та же история, поэтому лосось сейчас идет чуть выше Каунаса. В Каунасе впадает Виля, она там имеет название Нярис. И вот по Нярис, и по этой реке Нярис она идет дальше. Это наша Виля. Вплоть до плотины нашей. Литовцы молодцы, ну, наши, имею в виду Велики. Литовцы молодцы, возродили полностью популяцию лососей, потому что уникальная особенность лосося в том, что он всегда приходит на то место, где родился. Как-то по видовому составу воды определяет именно потомство следующее, и они приходят снова на то же место, где родились. Вот. У литовцев заняло 20 лет, сейчас у них огромнейшая популяция, позволяющая им делать лицензированную рыбалку и проводить чемпионаты. И нередки выловы ослабели свыше 20 килограмм. Это буквально недалеко от нас. У нас же тут идет счет на единицы. Самое большое нерестилище — это Тартак. Небольшая речушка, там постоянно надо дежурить, потому что есть браконьеры, которые местные постоянно вилами кололи, у них это в крови просто заколоть. Вот, и там 65-67, года 2-3 назад я еще хотел тоже поучаствовать в этом. Было лосося. А так, если открыть Страчу, и там есть как ГЭС, естественно, это самое большое было нерестилище лосося, ну, на Вилии. Именно в нашей части Беларуси. Но все, увы, там стоит мини-ГЭС какая-то, и лосось там опирается, и где Вилейская Виля, около города Вилейки, тоже глухая ГЭС, и там он окончательно помирает. И вот там становится добычей браконьеров. Ну, или просто умирает, потому что негде не реститься. Но это старые польские дома. Некогда деревни Лососна. Сейчас окончательно общежитиями были. Стали просто домами. Беларусь. Вот она, честные какие-то, типа честные. Ядовитая вода. Полная всего чего угодно.
Ну, вот даже видно, как смешивается. Впадает в Лососянку, в чистейшую реку, родниковую, холодную. Очень хорошее по содержанию. Ну и Неман разлился, что же в Лососянке, в принципе, не видно. Это все стало Неман. То есть вот это... Тут 2 метра точно есть. Разлив страшный, конечно. Разлив страшнющий, даже, я бы сказал. Футуристическая картина, конечно. Обычно где-то вон там он стоял, с теми деревьями. Но сейчас тоже часть реки. Неман суров. Так. Пришли на флотилию. ППЛ. То ли 12, то ли 13, я уже не помню. Добыча песка. Даже сюда залило все. Ничего себе. Говорят, ГЭС предотвратит от наводнений. Так, баржа уже, наверное, тонула к черту. Нет, стоит еще. Давайте посмотрим. Со всех сторон вода. Тут вода, там вода. Так, ну что, мы на Немане. Это пункт вывоза песка Лососна. Станция Лососна, ну или причал Лососна. Это у нас Лососянка вытекает и втекает. Есть такая отмель, но сейчас вообще непонятно. И это коса. Обычно это, ну, где-то там вот обычно люди стоят. Больше метра, в общем, Неман поднялся. Попробуем джигануть на воблерок. Ой, воблерок. На кейтейдж рака. 2 грамма поста, конечно, маловато. Но сейчас попробуем.